Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу, как можно нарисовать простыми средствами космос. В фильме звучит моя авторская музыка. Берем лист акварельной бумаги, плотной текстурой. Закрепляем его при помощи малярного скотча по всему периметру, чтобы у нас остались ровные белые края. Смачиваем наш лист полностью водой. Ну, теперь нам нужно намешать очень красивые оттенки. Я беру ультрамарин и черную. И буквально я даже могу прямо на листе заниматься смешением красок. Я космос рисовала гуашью. Гуашью было проще. Сейчас посмотрим, справлюсь ли я с этим заданием в акварели. Акварель все-таки она не кроющая краска, она прозрачная. Возможно, мы нарисуем какую-то туманность. Можно добавить краплак. Конечно, нужно учитывать то, что краска после высыхания просядет у нас. Тональность уже будет не такая. Конечно, гуашью это все проще было бы сделать. Добавим каких-то желтых акцентов, оранжевых. Вот получается некая такая грязюка пока. Красноватых. Давайте прям капнем так. Опять наш ультрамаринчик. Где-то я даже возьму лимонную желтую. И пока это все не подсохло, берем пакет, который я предварительно уже разрезала, чтобы получить такой длинный китик. Кладем его на поверхность нашего листа. Причем как хотите его положите, чтобы образовались какие-то такие красивые складочки. И вот так вот чуть-чуть мы перемешали наши красочки. И смотрим, чтобы нам понравилось то, что мы делаем. Сейчас краска подвижная, поэтому мы можем делать с ней, что хотим. Ну и теперь будем ждать высыхания нашего листа. Что интересно, лист выперла, и скотч у меня отошел. Надо было смачивать лист с двух сторон. Ну, а пока наш лист высыхает, мы к нему не притрагиваемся. Будем ждать, когда он у нас полностью просохнет. Пока сохнет, можно попить чаю, что я и сделаю. Попьем чаек. Пока у нас сохнет работа, мы возьмем лист чуть плотнее, чем лист офисной бумаги, и нарисуем то, что нам нравится. Допустим, мы нарисуем какой-то профиль человека. Я беру ножницы и вырезаю то, что у меня получилось. Вот у нас что вышло. Можно взять еще один лист. Складываем лист пополам. Берем карандаш и, допустим, рисуем силуэт бабочки правильно. Когда у нас сложен лист пополам, у нас всегда получится симметричная фигура. Ну и вырезаем. Можно, конечно, еще сделать для усложнения красивые усики у бабочки. Силуэты бабочки могут быть разными. Это уже как вы придумаете.
меня он получился вот таким. Как вам такой результат? И вот сама бабочка. Такую бабочку можно подвесить за ниточку, и она будет у вас красиво колыхаться. Вот наша бабочка. Это пока мы все убираем в сторону. Нет, еще лист не подсох. Еще нужно ему время. Ну, как вы можете увидеть, кое-где уже есть подсыхание. И это очень красиво смотрится. Можно, конечно, и открыть уже, не дожидаясь полного подсыхания. Но сейчас подсохнет, и мы еще набрызгаем. Смотрите, какая красота. Чтобы вам было видно, какие красивые переливы акварели. Все зависит от того, что вы сюда помешаете. Я боюсь очень рано сюда набрызгивать. Нужно, конечно, попытаться. У меня есть белая акварель. Нам нужно взять щетину. Нужно было взять белую темпер, гуашь. Ну вот, в моем случае это белая акварель. И я попытаюсь сделать набрызки. Можно не только белой краской это делать. Где-то я могу регулировать набрызг. Где-то можно взять какую-то карминовую. Тоже так же побрызгать. Переборщил, по-моему, да? Ну, сейчас мы это исправим. Мы в это карминовое сейчас добавим. И вот оно у нас так растечется очень красиво. Мы можем управлять струей воды и получать очень интересные эффекты. Можно вообще взять вот так вот кисточку и таким вот нашлепком, отпечатком сделать где-то более смазанные, где-то более ярко выраженные скопления звезд. Где-то я так и оставлю. Видите, произошло такое смешение, затекание интересное очень. Ну а где-то я просто чуть сама поправлю. У меня здесь маленькая лужа образовалась. И вот, в принципе, наш космос готов. Когда он высохнет, я вам покажу, что получится в итоге. Но пока он у нас будет долго еще сохнуть. Итак, наш рисуночек высох. Мы можем добавить какие-то планетки, тоже на ваше усмотрение. Можно еще набрызгать краской. Это уже как вы хотите. Если вам не нравится ваш результат, то можно еще продолжать делать. Но я, пожалуй, остановлюсь на этом. Удалю скотч. Здесь у нас больше осталось светлого поля. Видите, скотч рвется, когда мы его неправильно удаляем. Иногда вместе с бумагой, иногда сам скотч. Так что нужно так аккуратненько. От листа. Здесь, видимо, немножко заплыло. Вот такой космос у нас получился. Здесь можно прорисовать прожилки вот в этом месте, если хотите. Можно тут усилить. Вот видите. Можно остановиться на этом. Для чего мы вырезали нашу бабочку? Для того, чтобы сделать объемную картину. Вот смотрите. Вуаля. И получилась бабочка. Можно ее расположить и таким образом. И у вас получается совершенно другая картина. Вы можете вырезать любую вещь или тот же самый портрет. Смотрите, как интересно смотрится. Можно сделать наоборот. И у вас будет совершенно другая картина. Мне же больше нравится нашей бабочкой. Смотрите, это может быть и наоборот. Бабочка на таком вот красивом фоне. Вы ее можете приклеить даже не полностью, чтобы от нее какие-то тени оставались. И то же самое можно сделать с нашим профилем. Ну и космос сам очень поражает своей красотой. Смотрите, как красиво получилось. Какие волшебные переливы акварели.
И причем это не повторишь, у каждого будет свой рисунок, свое настроение и свои краски. А на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.